Вот такой суп я сегодня сделал нам на обед. Посмотрите, какая прелесть. Томатный суп с курицей и с капустой. Посмотрите, как аппетитно это все выглядит. А если вы желаете узнать, как я сделал это, оставайтесь на моем канале, я покажу. Всем приветик! Добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню. Сегодня будем делать суп. Я решил сделать суп со свежей капустой с томатом. Я этот суп давно не делал, но это один из моих любимых супов. Делается очень легко, но результат обалденно вкусный. Я советую посмотреть это сегодняшнее видео. Если вы такое раньше не делали, может быть, я вам подкину идею сделать то же самое. А если вы такое раньше делали, может быть, я вам подкину идею тоже сварить и порадовать свою семью. Почему бы и нет. А чтобы время не терять, пойдемте покажу, что и как я буду делать. Сразу же скажу, делается очень легко. Как вы видите, кусочки курицы у меня уже вовсю кипят. Я уже пеночку снял, теперь порежем овощи. В первую очередь из овощей я порежу лук, и морковку. И теперь все это мы отправим в кастрюлю вариться. В то же время я добавлю сейчас 2 лавровых листа, 2 перчики и смесь польской приправы. И пускай это потихонечку у нас варится. А в то же время, пока там все у нас варится, мы сейчас порежем один перчик такой у меня. И сразу же порежу 3 помидора у меня здесь. Жопки срезаю сразу же. И порежем по-крупному. И теперь все это мы отправим в кастрюлю. И сразу же я посыплю порошок чеснока. Накроем, пускай потихонечку это варится. Итак, пока у нас там в кастрюле все варится, я почистил картошку. Сейчас мы картошечку порежем. Но отправлять сразу я сейчас не буду, а все мы отправим в миску. Сейчас все нарезки сделаем. Кто хочет в этот суп, можете добавить немного перловой крупы. Но я решил что-то такое жиденькое, легенькое сделать без всякой крупы. Так, теперь мы порежем укроп. Сейчас я порежу укроп, тоже все положу в пиалочку и потом мы добавим в самом конце. Все это сейчас палочку. Так. И сейчас мы порежем капусту. Я пользуюсь конусообразной капустой. Мне кажется, что это самая вкусная капуста. Сейчас я почищу, вымою и порежем сколько надо. Так, этого мне достаточно будет для этого супа. И очень меленько сейчас порежем. Вот так, этого мне достаточно. И это мы отправим в последнюю очередь. На этом все нарезки у нас закончились. Так. На этом этапе я подсолю теперь. Солю по вкусу. Добавим картошку и дадим покипеть минут 15, как картошка у нас варится.
Итак, супец у меня хорошо здесь кипит. Посмотрите, какая прелесть. Картошка у меня здесь сварилась тоже. И теперь я добавлю сюда нашу капусту. Капусте нам поварится 5 минуток, наверное, потому что она молодая капуста, и я предпочитаю, чтобы хруст капусты был, когда кушаешь. Итак, в общем, дадим минут 5 так повариться, потом выключаю газ, и еще минут 5-10 так постоит, тогда можно подавать на стол. Итак, суп у меня сварился. Теперь пора накладывать. Смотрите, какие красивые краски сегодня. Я смело могу назвать этот суп щами. Какая прелесть. Жиденький, легенький супчик. О. Вот такой суп я сегодня сделал нам на обед. Посмотрите, какая прелесть. Томатный суп с курицей и с капустой. Посмотрите, как аппетитно это все выглядит. Итак, сегодня с вами поделился еще одной идеей, что можно сварить на обед или на ужин, какой суп. Именно я сегодня сделал куриный суп с капустой и с помидором. Или по виду я могу, на смело могу назвать это щами. Суп очень легкий сам по себе, но сам очень вкусный тоже. Некоторые добавляют туда крупу, если крупу не захотел добавлять, потому что крупа немножко тяжеловата, а что-то такое легкое захотелось мне. Я надеюсь, что, посмотрев сегодняшнее видео, я вам дал какую-то идею сделать то же самое или что-то подобие такое. А на этой аппетитной ноте хотел бы с вами прощаться. Перед тем, как я уйду, хотел бы всех поблагодарить, что вы заходите на мой канал, смотрите мои видео, делитесь своими друзьями. Большое вам спасибо. И также за то, что вы лайки ставите. Это очень помогает продвижению моего канала. Также вы можете зайти на плейлисты, и там очень много идей, что можно сделать, что можно спечь, что можно приготовить. А на этой аппетитной ноте хотел бы с вами прощаться, пожелать вам самого наилучшего. Берегите себя, берегите друг друга. Всем крепкого здоровья, всем мирного неба. Приятного аппетита и пока-пока.